Сейчас я вам покажу, как сделать вот такую вот почечку на веточке. Если интересно, оставайтесь со мной. Для веточки я подготовила проволоку, которую я купила в строительном магазине. Вы можете смотреть любую проволоку, которая у вас есть, плотностью такой, то есть в диаметре такую, чтобы была плотненькая настолько, насколько вы хотите делать веточку, какой толщины. У меня 0,2 сантиметра, да, это 2 миллиметра. Делаем петельку на кончике. Я уже показывала неоднократно, как я это делаю, поэтому не буду здесь. И обматываем тейп-лентой. Тейп-лентой можно пользоваться любой. На данный момент у меня 3 тейп-ленты цвета. Можно белой, можно зеленой. Если вы хотите более такую весеннюю веточку. Если более такая старшая веточка будет, можно темно-коричневой обмотать обмотку, чтобы наносить уже более такую темную древесину для нее создавать. Приготовила также глину. Можно любую, можно самоваренную, можно купленную, не имеет никакой разницы. Если есть более хорошая для стебелька, которая такая мягкая, эластичная, это будет совершенно идеально. Если у кого нет, у кого какая есть. И зеленую травяную. То есть зеленую травяную, ее будет совершенно немножко добавлять мы в почечки, чтобы она была такая нежная, цвет зелени, только распускающиеся почечки. Я взяла маленький кусочек глины, окрасила вот до такого тона, нежной травяной зеленой. Я пользовалась краской Винтон. Можно пользоваться любой травяной зеленой, но сделать вот такой вот до нежного состояния, как и нежная зелень, почечки, только распускающиеся. Мы еще будем их тонировать. И сейчас покажу, что мы будем делать дальше. На петельку, которая в размере где-то 0,5 миллиметров, я беру глинку, шарик отрываю, тоже где-то чуть больше 0,5 миллиметров. Вот она даже 0,7 миллиметров. Это логично, потому что петелька большая, а нам нужно сделать такую основу, чтобы еще выступала наверх уголочек. Намазываю клеем, обворачиваю глинкой. Делаю к низу такую утонченную, а кверху мы сделаем с вами вот такой вот как пику, чтобы похоже было на раскрывающийся бутончик. Он не будет маленьким, но и не будет сильно большим. Вот такой вот сделали с вами конус. Сейчас берем ножнички и покажу, как сделать первые лепесточки, которые будут сверху. Вы, наверное, видели, что первые вот почечки, они не такие скругленные, а с боков немножко такие, как приплющенные. И мы тоже сделаем так же с вами. Вот. А потом берем ножнички и вот эту вот пику, как я говорю, мы немножко здесь надрезаем. И здесь надрезаем. Это будут первые листики, которые идут на самом верху. Дальше мы берем пинцет. Можно такой пинцет, можно другой, у кого какой есть. И вот эти вот обрезанные с вами листики молоденькие, мы их просто немножко приплющим по бокам. С вами приплющим. Они немножко будут оттопыриваться у нас. Вот конус вытянем. И приложим здесь ближе к самому конусу. Дальше остальные листики мы с вами будем делать уже вручную. Берем маленький шарик глинки, раскатываем тоже как капелькой. Эту капельку где-то, чтобы она могла покрыть конус этот, почти чуть меньше этого конуса, расплющиваем и берем, раскатываем с боков. К низу первые листики, они всегда шире. Если вы наблюдали за почечками,
Мы их тоже сделаем шире. И сами кончики у них, конечно же, очень тоненькие. Так. Можно взять вайнер листика, сделать оттиск. Ребрышко остается, и мы теперь наносим клей немного и обклеиваем уже с той стороны, где мы не надрезали. Но делаем так, чтобы он полностью, этот листик, не приклеивался, а просто обнимал те, которые мы срезали. Чтобы как будто эти, покажу сейчас, эти листики только вылазят маленькие из-под более крупных листиков. Так. И со второй стороны тоже делаем такой же. Вот я сделала второй. Наношу клей и ложу с другой стороны. Он может быть чуть больше, чем тот, который был в прошлый раз. И он будет обкутывать его тоже. Вот. Следующие, которые будут уже идти после этих, они будут уже меньше. Это самые большие листики, которые мы сделали. Внизу, если лишнее, и вы считаете, что оно будет вам мешать, можно убрать. Хотя здесь в любом случае у нас будет утолщение за счет того, что веточка будет. Ну, я уберу пока. Так, следующий делаем маленькие. Берем маленький шарик глинки, опять-таки раскатываем. И можно даже уже делать более, ну, такие чуть-чуть в конусе, но больше даже скругленные. Так вот. Более кругленькие. И не обязательно даже, чтобы там была как бы фактура. Хотя кто хочет, можно сделать. Ее не особенно будет заметно. Ну, можно сделать, если хотите. И уже будем клеить именно с вот этих сторон, где есть соединение с этими листиками друг с дружкой. Наносим клей и наносим их на эту сторону, где соединяются. Еще такие моменты очень важно. Можно сделать, вот прищипнуть как бы эти листики, чтобы они не были такие круглые, а прищипнуть их, чтобы вот эти вот ребра были более острые. Можно заострить их. Следующий мы делаем напротив с второго бока, и потом в последовательности сделаем здесь накладочки. А следующий ряд будет у нас самый маленький. Сейчас я сделаю еще один такой маленький шарик. Совсем мало взяла. Можно чуть больше. Раскатываем также на руке, чтобы было более широкое. И уже последующие можно будет булькой выбулить или же вот стеком, у кого есть. Вот я покажу, как можно, допустим, сделать без вайнера. И последнее нам нужно будет обязательно закруглить. Вот так вот этот сюда приклеим. Так, и делаем совсем маленькие и чуть ниже. Так,
2 шарика. Они будут более такие широкие. Так, чуть-чуть больше возьму. Чуть-чуть заостренные, но нам нужны уже будут более широкие. Потому что к низу оно шире идет. И мы их раскатываем вширь. Но эти у нас будут... Сейчас возьму бульку, а то я так наспех делаю. Немножко выкатываем. Так. Берем клей. Ой. И наносим уже вот здесь, где нет листиков. Но наносим чуть ниже. И вот они так обнимают. За счет того, что они выбуленные, очень интересно ложится естественно. Придает натуральности. И делаем еще один шарик. Делаем такую вот капельку. Ой, упала. Бывает и такое. Бывает, из рук падает. Из рук падает. Раскатываем. Берем бульку. И не сильно так вводим, чтобы не было просветов лишних, таких, которых не нужно. Скругляем немножко. Так. Чуть-чуть клея. И наносим, и прикладываем с противоположной стороны. Вот. Последние у нас будут немножко другого цвета. Я сейчас покажу, как мы воспользуемся той же глинкой, но с добавлением другого цвета. В крайние, как сказать, чашелистики, что ли, мы добавим умбру жженую. Вот. И в ту, что осталась глинка, я в эту глинку добавлю как раз таки умбру жженую. И она у нас будет такого цвета более коричневатого. Все остальное мы с вами затонируем больше, поярче, добавим краснинку. Наверное, много добавила сейчас. Когда добавлю много, я могу вытереть. Так. Ну, чтобы вас не мучить, я покажу уже, когда покрашу. Окрашиваем приблизительно до такого вот тона, можно даже чуть-чуть коричневее. Я все-таки добавила еще немножко умбры, мне не хватило, поэтому я еще добавила. И сейчас будем делать нижние чашелистики. Их мы уже будем делать более кругленькие, самые последние, и их будет тоже в таком же порядке, как мы клеили все эти листики, маленькие, молоденькие. Также мы будем в таком же порядке клеить эти чашелистики, но они будут более круглые у нас. Можно даже сразу взять булечку и выбулить. Особенно выбуливаем краешки, чтобы они были истонченные. Если сложно, допустим, вам наносить клей на чашелистик, можно наносить прям на нашу веточку, на саму веточку. И приклеиваем снизу. Вот. И также с этой стороны. Делаем шарик. Выбуливаем по краям. Низ не столь важен, толщина для нас. Так. Теперь также мы с этих краев тоже будем делать такие же. Можно чуть меньше даже. Так.
прилипла бульки. Наносим тоже клей. И той тоненькой стороной вверх мы приклеиваем. Такое как бы как наслоение получается у нас. Еще одну. Можно сказать, почти завершающую. Можно даже завершающую. На вытянутые руки все летит из рук. Так. И приклеиваем. Вот сюда равняем. Чуть ниже нужно. Загнулась. Так вот. Можем поправить. И сделать уголочки слегка. Не сильно. Так. Дальше мы с вами сделаем немножко стебелечек и боковую тоже почечку сделаем. Для стебелечка мы нашу глинку окрасим более в темный цвет, этой же умброй жженой. Сделаем более темный оттенок. Я окрасила глинку уже до более такого темного цвета, чем вот мы делали с вами чашелистики. И берем, также отщипываем небольшой кусочек, смазываем клеем не так много, чтобы дало сцепку нам с тейп-лентой. Разминаем глинку, чтобы была мягкая. И утапливаем проволочку в этой глинке. Лишнюю пока уберу. Так. Скручиваем. И также берем пинцет, немножко равняем, чтобы меньше здесь было. Но сильно мы не будем делать так, чтобы оно соединялось с почкой. Мы сделаем здесь такие складочки, но не будем делать складочки такие острые, а они будут как бы немножко более округлые. Так, видно. И не будем делать слишком глубокие. И подтянем немножко. Так вот делаем складочки такие. Стараемся придавить ближе к стебелечку. И сделаем еще один такой маленький нюанс. Сделаем углубление для еще одной маленькой почечки, которая будет совсем рядышком. Для этого я взяла бульку, здесь сделала выемку, но так как за это время может глинка подсохнуть, нам нужно будет одну манипуляцию сейчас сделать, чтобы была корочка как бы древесная. Можно взять водичку, намочить пальчик и эту глинку, которую мы обтягивали, смочить. И сейчас я покажу, что мы с вами будем делать. Готовим зажигалку, включаем и ровно прямо держим над зажигалкой, над огнем. И у нас получилась вот такая вот древесина. Вот эта черная, которая закоптилась, оно вытрется. Оно как бы задеревенело немножко. Эти выпуклости
оно как настоящее получается. Но когда будет сухая глинка, смотрите, чтобы она не загорелась. Важно, чтобы она была мокрая. А теперь в эту выемку мы с вами сделаем еще одну почечку. И для этого возьмем уже такую глинку, чтобы коричневую, эту, которая у нас была на стебелек, мы ее разбавим, эту коричневую глинку небольшую. Это у нас будет такая более закрытая почечка. Совсем закрытая еще. И также делаем конус. Такой толстенький. Ножнички берем. Также делаем надрезы. Расплющиваем эти как бы чашелистики, листики. Расплющиваем их и собираем вместе. Да, на вытянутые руки не хочет показывать. Так. Можно кое-где еще придавить, чтобы как бы добавить такой реалистичности оттиска чашелистиков. Такой вот у нас получается. И мы теперь его посадим на клей. Немного возьмем, чтобы лишнее не вылезло. И сюда мы вставим с вами. Получается вот такая вот почечка. И сейчас мы с вами затонируем. Тонировать я буду карминовой краской, кармин масляным. Можно тонировать также и пастелью. Но я хочу сделать более такой яркий акцент, так как я вот вижу у себя на мониторе, где я выбрала такую вот почку сделать. Так, и первое, что именно кончики мы наносим на кончики, на ребрышко. Выделяем кончики ребрышка. Надеюсь, вам видно. На каждом листике. На каждом листике. Потом мы с вами растушуем сухой кистью. Так вот. Кончики. А сами чашелистики мы сделаем намного ярче. Так. Берем сухую кисть и растушевываем. Тонировочка, она оживит нашу почечку, распускающуюся. Где хотим, мы можем больше добавить, где нам кажется недостаточно. Особенно вот эти вот первые верхние, более яркие, хочется сделать. И сами краюшки. Так. Вот. Насколько видно, я не знаю, потому что свет у меня не такой, который уже потемнело. Но и сейчас мы будем, как сказать, закраснять, красненькими делать чашелистики. И добавим еще, кроме красного, добавим еще коричневого. Но нам нужно особенно вот выделять саму серединку. Саму серединку в чашелистиках, а краюшки, они должны быть более такие вот засветленные коричневые. Мы еще коричневого темного добавим на них.
умбры жженой. Также немножко на наш бутончик. Еще он не сильно приклеился. Здесь выделим наши выпуклости. Вытереть бы, конечно, по-хорошему было бы. Так, не намочила. Не намочила. Сейчас намочу, чтобы немножко стереть. Просто еще у меня влажная глина и очень как бы опасно сильно тереть. Мы оставим тогда так. И пройдемся краснинкой кое-где. А теперь возьмем умбру жженую. Но я возьму вот именно с Ладоги умбра жженая. Она более такая темная, чем в той краске. Хотя название одно и то же, но в разной фирме. Вот, допустим, Vista Artista, она более такая нежная, а здесь более такая темная. Так, возьмем другую кисть. Плохо, когда не подготовишь сразу. И теперь полусухой, чтобы не было никаких таких размазанных кусков. Мы сейчас ее будем более затемнять. Затемним стебелечек наш, нашу почечку затемним. И здесь мы немножко подтянем чашелистики. Выделим тоже такие рядышком полосочки. Они будут у нас красно-коричневыми. И стебелечек затемним. Сухой кистью немножко подотрем, если что-то кажется лишним. Чтобы не было резких границ. Вот. И теперь покажу немножко ближе. Вот такая вот у нас почечка с вами получилась. Если вам нравится, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, оставайтесь со мной. В следующие разы будут более интересные также видео. Всего хорошего, творческих вам успехов!